Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро расклад, Таро прогноз, что готовит судьба, ключи судьбы в событиях ближайшего будущего. И давайте допустим, что эти ключи сейчас в ваших руках. Как вы распорядитесь ими? Сумеете вы увидеть те подсказки судьбы или внешних каких-то высших сил, которые вам немножко свидетельствуют о приоритетном направлении или решении конкретного вопроса, может быть, завершении какой-то ситуации и какое продолжение следует, в каком вообще вы направлении согласны продолжать, потому что планетарные транзиты таковы, все может сводиться к основному вопросу, что я выбираю для себя или какой порядок я выбираю в своем творческом хаосе, вполне вероятно. Мы не можем все определить до точки какой-то. Поэтому определенная легкость, она нам помогает. Вариабельность нам тоже помогает. И время само по себе у нас таково, особенно в июле уже предстоит у нас первый заход, Уран делает. И как раз это ваша планета-управитель в знак зодиака Близнецы. Это больше возможностей. И какой-то информационный поток, он тоже больше. И значит, больше вариантов с чем-то провзаимодействовать. Ну, давайте не будем забегать вперед. Мы достанем 3 карты. И у нас колода 78 дверей, на которые мы будем доставать карты. Открыты двери или закрыты. И каков ключ. Ну вот смотрите, положим ее первой, как знак судьбы. Я хотела 3 карты достать, но одна уже сама попросилась. И значит, правосудие для вас будет важно, тем не менее, ориентироваться на то, что оформлено по закону. Пусть это будут отношения. Значит, не просто на словах, а если вы хотели бы быть с данным человеком, может быть, и есть какие-то планы, но нужно понимать, что и у человека это должно быть не только на словах, а может быть принятие на себя ответственности или какие-то конкретные действия, может быть какая-то взаимопомощь, как и вы ему, так и он вам. Но договариваться, скорее всего, придется. Карта может также свидетельствовать о том, что у кого сейчас суды. Видимо, необходимо подвести это тоже к какому-то балансу. И нам сразу карта говорит, каким образом. Дипломатия – это ваше все. Трое. Дверь как будто закрыта, но трое спорят на ступенях возле двери. Дверь сама по себе не имеет ни ручек, ни замков. Она откроется, именно когда сумеют договориться. Договариваться придется. Может быть, и это где-то предрасполагает решение вопроса, когда мы через медиаторство договариваемся, не доводим что-то до судов. Или когда важные темы мы сумеем проговорить. Но и для вас есть еще те направления, вполне вероятно, по которым вы как не закрыли какой-то гештальт. Все-таки эта карта еще причина и следствие. И значит, для того, чтобы совершить какой-то квантовый скачок в будущее, скорее всего, у вас не должно остаться в вашей жизни белых пятен, которые вы могли или имели желание понадеяться, может быть, на такой вариант, когда оно потом само как-то разберется. Нет, вот здесь ничто в будущем вам не должно напоминать о прошлом. Вот такой момент, как подсказка. Давайте достанем с вами еще 2 карты и дополним второй колодой. Раскроем каждую карту как знак судьбы. И аркан правосудия – это старший аркан. Здесь как что-то у вас по судьбе. Второй знак судьбы – через события ближайшего будущего. С чем вам нужно определяться или как направление. И третий знак судьбы. Давайте будем раскрывать про основы вот этой ситуации, почему это произошло, с чем это связано. Вот этот аркан правосудия. Какие события? Я же вас хочу пригласить на свой сайт, и оставлю ссылки в описании под видео. У меня на сайте как и статьи по психологии самые разные. Вы с главной страницы можете перейти в меню и увидите гороскопы. Также присутствуют, но определенные ссылки я оставлю в описании, может быть, к конкретным статьям. Итак, почему же это случилось или произошло? Король Пентаклей. Вот вам нужно стабилизировать действительно какую-то обстановку. Причем не пропустить какую-то возможность. Король Пентаклей – это карта конкретного человека. У вас есть человек, который вам, может быть, всегда помогал, может быть, правильные отношения с ним выстроить.
прислушаться к его совету, потому что дельные советы дает этот человек. Может быть, он и настроен на дальнейшее продолжение взаимодействия, готов вам помогать, но есть еще те вопросы, которые и вы с какой-то позиции искренности должны с ним либо обсудить, либо как-то проявить, может быть, участие в некоторых вопросах по отношению к нему. Это могут быть вопросы личной жизни, потому что часто по этой карте, по аркану, идут наши близкие супруги. И пусть одна карта выпала, мы ее рассматриваем как архетип. Ну, это может быть как и супруг, так и супруга. Но я могу сказать, если даже это супруга, то, скорее всего, все равно вот в таких более, возможно, мужских энергиях она умеет зарабатывать деньги, или правильно посчитать, или ваш партнер, пусть это будет. У кого-то партнер по бизнесу, для кого-то из вас конкретно карта говорит: приведи в баланс финансовые дела, которые, возможно, связаны с банками. И если есть какой-то неоплаченный кредит, а вы уже себе что-то планируете на будущее, то тогда надо очень хорошо что-то просчитать. Вот как есть обязательства, может быть, для кого-то из вас, а вам нужно принимать какие-то правильные решения. Может быть, вы раньше на что-то понадеялись, а здесь вот наступает момент истины. По королеве мечей это карта интеллектуала. Это можете быть вы сами, мои дорогие, может быть и какой-то человек, с которым вам нужно договориться, причем в реальной плоскости. Здесь не пойдет, знаете, обещаниями человека кормить. Король Пентаклей, он более чем конкретен. Но и себе где-то не навредить-то тоже нужно. Поэтому о себе много, может быть, не нужно рассказывать или не нужно говорить того, что к делу не относится. Вот жизнь ставит определенные рамки, правда. Может быть, это у кого-то рамки закона, а у кого-то это рамки отношений. Но, как я сказала, много говорить или, как, знаете, пространная беседа о том, что могло бы было быть или почему вы так поступили. Нет, здесь нужно явно что-то вам продумать, потому что рассчитывать-то нужно явно на самого себя или саму себя. Но с позиции, что вы можете сделать, что в ваших силах, а что нет. Тут нужно именно какое-то взаимодействие, мои дорогие. Неважно в какой сфере жизни. Для вас нужно как-то очень детально продумать. И научиться хранить молчание. Вот это тоже. Но больше это касается, может быть, тех вопросов, которые вы не хотите ни с кем обсуждать. Значит, как-то красиво уйти, не допуская конфронтации, никому ничего не доказывая. Должно вот, наверное, как завершиться что то, что по судьбе и по аркану 20-му страшный суд. Это суд вовсе не страшный, это карта избавления от боли, от страданий, завершение прежнего какого-то этапа жизни. И вот у нас волшебная музыка. Это колода ведьмочек. Звучит из ее флейты и танцует все вокруг живое. Поэтому тут какой-то красивый узор, красивую мелодию сложить в свою жизнь, где-то подведя к итогу то, чем вы занимались прежде, но у вас ведь есть возможность заручиться поддержкой. Или даже если есть те отношения, которые, где-то сейчас обостренные, то тогда примириться. Это не значит, что мы на все соглашаемся, но то, что лояльность какую-то нужно проводить, это точно, потому что не должно быть белых пятен. Вам нужно что-то подвести к итогу. Я такое допускаю. Чтобы в будущем вас ничто не тянуло назад. Две карты, по сути дела, два старших аркана. Как и аркан правосудия, так и страшный суд. Посмотрите. То есть не должно быть и риска, мои дорогие. Тут ведь у кого-то будет свидетельство о риске. Поэтому, что бы вы ни подписывали, что бы вы там, какие договоры, контракты не заключали, читайте. Перед тем, как брать на себя какую-то ответственность, тоже проверяйте. Может быть, и буквально считайте математически. Дебет-кредит какой-то. Я такое могу допустить, если это вопрос стоит о выплатах, о каких-то кредитах. Что же будет дальше? Праздник будет, то есть из любой запутанной ситуации вы можете выйти, если не на 100% победителем, то снять напряжение – это факт. И если все просчитаете, эта карта говорит дальше, ты себе, Водолей, скажешь спасибо, что будет дальше еще.
И дальше будь готов еще к неожиданностям. Может быть, и поэтому нам карты говорят, приведи все к какому-то балансу, чтобы не было сюрпризов и неожиданностей в будущем. Они-то как бы сами по себе будут. Но по рыцарю жезлов, скорее всего, вам придется куда-то поехать. Может быть, вы уже теперь планируете поездку или куда-то переезд. И карты тогда будут говорить о том, что вот все то, что тянется у тебя из прошлого, Водолей, тебе нужно сейчас максимально прояснить, выяснить, чтобы для тебя не было, может быть, и если. А вот фундаментировать в каком плане? Понимать, на кого ты можешь рассчитывать, раз, и как в отношении тебя работает закон, два. Потому что потом многое будет меняться. Ведь по рыцарю жезлов это какие-то постоянные неожиданности или турбулентность. С июля месяца, как я говорила, Уран переходит в знак зодиака Близнецы. Я часто об этом говорю в своих видео. И Уран, ваша планета-управитель, там чувствует себя максимально комфортно. Это не как в Тельце, тяжеловесном немножко для Урана, но это тот период, когда мы можем узнать шокирующую правду или какие-то новости, даже в средствах массовой информации. Может быть, как и неожиданность в поведении людей, или когда меняются законы. Ну, невозможно предугадать по Урану в Близнецах, что нас ждет. И это такой пробный период с июля до ноября, который может нам рассказать о том, чем мы будем заниматься в последующие 7 лет, когда в следующем году, в 26-м, в конце апреля, 27 числа, Уран перейдет в Близнецы на 7 лет. Поэтому будьте внимательны, мои дорогие водолеи. Тут действительно вам нужно что-то привести к знаменателю, потому что как будто приготовиться к тому, что все будет меняться. Где-то это ощущение зыбкости. Но для вас, как по королеве жезлов, это какая-то стройная палитра, стройная именно, из прошлого опыта, проб и ошибок. Это карта сильного человека, который прошел вот этот самый опыт и теперь точно знает, как поступить, чтобы себе не навредить. Две позиции отличают королеву жезлов. Первое – умение работать с информацией, перепроверять. Умение контактировать одновременно. Да? Тут как и работа с информацией, так и, может быть, с разными людьми. И второе направление – это правильное распределение денег. Это очень карта благоприятна, когда у вас свое личное дело, или вы хотите какой-то ваш талант, ресурс, навык, ремесло воплотить в жизни, зарабатывать конкретно, монетизировать какое-то, может быть, даже ваше хобби, или думаете об этом, просчитываете что-то, то тогда и нужна самая такая разношерстная информация, чтобы для себя предусмотреть немножко заранее все подводные течения, рифы, или где мы там можем найти старые грабли. И что отличает, кстати, как и королеву мечей, так и королеву жезлов. Обе умеют хранить молчание. Они не бегут впереди паровоза. Просто в разных немножко энергиях. Королева мечей, она такая продуманная интеллектуалка, а королева жезлов, она через свой опыт все проходит. И, может быть, вам нужно соединить вот эти две энергии, и в данном случае это молчание. Оно как вам помогает не предвосхитить или, может быть, даже не поделиться какой-то вашей идеей, а бонусы получит кто-то другой. Может быть, подстелить себе соломки в тех вопросах, делах, когда вы делаете первые шаги. Но я должна еще и сказать, вы, мои дорогие водолеи, в центре внимания. Когда в моих раскладах две и больше королевы, о вас сплетничать могут. Или вам, может быть, это даже поначалу как внимание, знаки внимания может быть приятным, но какие-то и кулуарные беседы ведутся, поэтому о себе много не рассказать, больше, чем нужно. Или если вопрос касается работы или рабочих взаимоотношений, совсем не нужно рассказывать о своей личной жизни, даже если кто-то будет пытаться из вас вытягивать эту информацию. Будьте внимательны вообще к информации. Это где-то для вас, ну, это ваша сильная позиция, правильная работа, но и все то, что вы слышите или говорите, вы уже как бы находитесь в этом поле взаимодействовать. Сказали, значит, как будто сказал а надо сказать и Б. А если вы что-то услышали, это значит тоже где-то а Б – это ваша задача найти достоверную информацию или понять,
что есть правда, что есть истина, чтобы это переложить для себя на знание закона, насколько это будет вам конкретно полезно. Или, наоборот, втянет в какие-то зависимые отношения, в зависимую ситуацию. Бонусы, повторюсь, получит кто-то другой, но не вы. Знак судьбы второй. Отстроить свое благополучие, отстроить свое финансовое благополучие, состоятельность буквально по максимуму, десятка пентаклей, понять или прояснить вопросы по месту вашего проживания или конкретно, может быть, смена места жительства, или когда вы обустраиваете свой дом, или вы создаете семью, правда. Здесь все должно быть по закону, и где-то эта карта вторит. Первый, мы говорили, да, если отношения, то должны быть оформлены. Ну, личная жизнь явно и деньги. Ну, где-то подтверждает все то, что выпал первый ряд карт. Давайте мы с вами узнаем, чем обусловлено это событие, или почему это произошло, или произойдет, да, благодаря чему. Какая проснова? Десятка пентаклей. Что нужно учесть? Ну, какое-то новое направление и обучение. Для кого-то необходимость, может быть, учить языки, а для кого-то, вот, как я говорила, хобби, ремесло, то, что вы хотите, может быть, как вторичный доход даже, да, переложить в конкретную плоскость и иметь эти самые деньги. Все-таки у нас денежная тема. То тогда что-то доизучить определенно есть смысл. Ведь всегда по пажу есть еще наша в чем-то неграмотность. Мечи. Это где-то может говорить и о законе тоже. Может быть, найти недостающую информацию по части консультаций с юристами, адвокатами или с какими-то чиновниками, как правильно оформить что-то. Может быть, и оформить правильно документы по части переезда или недвижимости, или я такое могу допустить, когда вы оформляете, ну вот, как предпринимательство или самозанятость. Тут не должно быть какого-то пролапса, тут нужно все просчитывать для того, чтобы вот эта десятка пентаклей, она и получилась. Смотрите, и принимать какое-то однозначное решение. Здесь может быть побудительным мотивом получения информации. Вы видите явно какую-то возможность. Но доизучить, детализировать явно что-то стоит. Но и не отказаться по тузу жезлов. Словно наша жизнь делится на период до и после. Вот такие волшебные возможности. С информацией могут к вам прийти. Кстати, это может быть информация в средствах массовой информации, то, что мы слышим. Меняются законы, к примеру. Или вышел какой-то закон. И иногда бывает, и часто так бывает, надо сказать, сам закон не меняется, а вот подзаконные акты, они так вот немножко или сужают рамки, или наоборот расширяют. И все зависит от того, чего касается ваше дело. Вот здесь вы можете что-то подобное услышать, и будьте внимательны действительно к тому, что вы слышите. Это нужно переложить в какую-то реальную плоскость, практическую плоскость, и для кого-то из вас вот так как раз и решение вопроса может быть. Но понятно, ваши действия потребуются. Почему это произошло или с чем это связано? Ну, посмотрите, какие волшебные карты. Да, по пажу мечей выбор нового направления. Это есть. Мы не можем застрять в какой-то неопределенности. Мы не можем что-то оставить на потом. Будьте к этому готовы. На кону счастливые судьбоносные моменты. Я смело это говорю. 2 туза. Причем 2 туза конкретных. Туз жезлов – это решение и решимость. И пентакли – это возможности и помощь высших сил. И это та возможность, когда мы из одного пентакля можем вырастить целое денежное дерево, заработать деньги своим умом. Вот так вот я вижу. Или благодаря вашим талантам, раскрытию этих талантов. Вот посмотрите, какие красивые карты. Давайте мы узнаем, что же будет дальше. Да? С чем вы можете столкнуться, чтобы быть немножко готовым. Жизнь это не есть какой-то ровный фарватер. Чаще всего это какая-то узенькая тропинка. Да? И нам нужно так аккуратно, может быть, в некоторых местах бочком, не зацепившись, пройти. Так что же будет дальше? Ну, сохраняйте умеренность. Кстати, эта карта, пусть не в этой колоде, говорит о неслучайных случайностях. Поэтому, как и к информации внимание, так и к каким-то внешним событиям. Вам нужно
словно губка впитывать все то, что вы слышите, и постоянно анализировать. Некоторая работа над собой вам совершенно необходима. Здесь может прийти случайно как какая-то подсказка или случайно услышанная фраза от человека, причем незнакомого человека. Будьте вот как будто к этому готовы, настройте ваши антенны, если можно так выразиться, мои дорогие водолеи, вообще на взаимодействие с внешним миром. И при этом будьте как королева мечей, ведь это прообраз Юдифи. И вот к этим, ко всем неожиданностям тоже нужно быть готовым. Да, вам опыт где-то помогает, но основные какие-то решения, выводы будете делать вы сами. И для этого вам придется, может быть, отступать полшага, как будто в тень, дать себе возможность что-то додумать. Вот это будет очень важно, потому что по аркану умеренности, безусловно, это период гармонии, но и спокойствия. Будут, обратите внимание, как вам точнее, выпадает карта рыцарь жезлов, я сказала, будьте готовы к неожиданностям. Ну, где-то и по тузу жезлов нам буквально тут жезл из ниоткуда появляется, как из костра, и все приходит в движение, взлетает на воздух. Вот что-то подобное мы можем услышать. Но это все нужно переложить в реальную плоскость. И время как может и ускоряться, так и после этого как будто становиться на паузу. Но это может свидетельствовать о том, все то, что касается документов, к примеру, оно вряд ли может быть решено быстро. Поэтому терпение, настойчивость вам совершенно необходимы, если что будет дальше. А я бы сказала, в каком-то проекте терпение и настойчивость не бросить, не переключиться на что-то, а может быть в какие-то, ну так себе, минуты или периоды, ну настойчиво продолжать тоже. Давайте спросим, что же будет дальше. Как будто стабилизировать вам нужно эту обстановку. Здесь, знаете, как какой-то реванш. Или вы как плата какого-то достигаете, а потом на этом плата нужно, ну, как место застолбить. Или построить какой-то свой центр безопасности, надежности. Может быть, это касается не только дома, но и взаимоотношений. Здесь все может быть. И дом, и деньги, и взаимоотношения, место вашего пребывания и, безусловно, надежные люди. Пусть у вас один какой-то надежный человек. В наше сложное время это более чем достаточно. Что же будет дальше? Давайте узнаем еще. Но все-таки денежная тема, она вот в центре вашего внимания, да, в центре и по закону должно быть все. Все как-то должно быть регламентировано, расписано и вами четко понято. Где истина, где правда, а где, ну, где-то вот, знаете, в балансе находятся некоторые вопросы. И вот к этим вопросам, которые как в вибрациях, да, нужно уделить тоже внимание. Ничего нельзя упускать из-под контроля. Одна из лучших карт колоде на деньги – на работу, на заработки, в принципе, и на собственное дело, на собственное творчество. Для кого-то это будет подсказка. И здесь я всегда по этой карте говорю: продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Третий знак судьбы, посмотрите, да, есть какая-то тема, которую вам придется проделать в одиночку, мои дорогие. И при этом не соскользнуть на эмоции, ведь это карта мудреца. Будет много разных людей, которые вас могут сводить с пути истинного, хочется так сказать. У нас тут, правда, как будто соблазны на нашего отшельника так вот действуют, да, а он от них отмахивается. Это могут быть люди, которые вам льстят, которые говорят одно, транслируют, а на самом деле думают совершенно другое. Или вам льстят для того, чтобы вы на что-то согласились, или вам пытаются замылить глаза, мои дорогие. Все-таки отшельник – это карта мудрого человека и карта независимого человека. Но это тот, который никому ничего не доказывает. Он просто идет своим путем. Его невозможно купить, вот на эту лесть. Но его точно так же невозможно расстроить. Если мы слышим какую-то критику, ну, критиковали, и ладно, я все равно иду своим путем. Почему? Много разговоров. Я говорила, вы можете быть в центре внимания в ближайшем будущем. Ну и пусть говорят. Есть такая поговорка, точнее, это притча, слова из притчи.
Человек рождается, о нем говорят, человек умирает, о нем говорят. Если от рождения до смерти о нем не говорят, значит, его и не было. Поэтому смотрите на все мудро, вот как этот самый отшельник, и вам будет где-то фиолетово на некоторые разговоры. Это правда. Ведь в реальной жизни эта карта говорит о том, что вам никто не мешает. А на уровне разговоров тут мы можем слышать все, что угодно. Ну, давайте узнаем, с чем вы можете столкнуться или причина возникновения вот этой ситуации. Это, кстати, отшельник, это не есть пауза. Это медленные какие-то продуманные шаги. И когда мы слушаем свою интуицию, для чего нужны эти энергии или что вызывает вот ваше такое положение, с чем это связано, какие события. А вот какой-то выбор вам нужно будет делать, причем в сторону себя. Здесь будет, видимо, да, после вот стабилизации открываются как новые перспективы. И, может быть, это вам, кстати, не переключиться на какую-то многозадачность тоже будет важно. Это карта прокрастинации. Много выбора. И мы уже застряли. Мы застряли в выборе. Глаза разбежались. И выбор должен быть сделан в пользу какого-то вашего проекта или ваших талантов, или себя самого. А на кону победа, мои дорогие. Не застрять вот в этой прокрастинации. Или не застрять в эмоциях, мои дорогие. Кубки, точнее, 7 кубков. Это то, что мы воспринимаем. Но это не то, что есть в реальности. И, как я сказала, никто не мешает. Хотя через людей, да, все, что хотите. Как и плюсы, так и минусы, как и, может быть, особенности психологического восприятия людей. Вот не надо реагировать. Будьте мудры. На кону ваша победа. И, кстати, эта карта говорит о чем? Эту победу надо сохранять. Как только ты ослабишь поводья или как ослабишь хватку. Хватку это не имеется в виду кого-то за горло или мы опять же кому-то доказываем. Мы все контролируем, я говорила об этом. Вот как только ослабите контроль, все пойдет наперекосяк. Контроль необходим за тем, что вы уже как создали. С чем это еще связано? Ну, тут у кого-то может быть крупная сумма денег. Именно заработки какие-то и перспективы на будущее. Может быть, вы и получите какую-то сумму денег и захочется себя побаловать, любимого или любимую. А нам говорят, нет, полный контроль, тебе деньги понадобятся в будущем. Вот так. Поэтому сохраняем. И надеемся, кстати, по 9 пентаклей сами на себя. Сами на себя, не на людей, но не расслабиться предлагает нам эта карта, хотя, в принципе, нам показан самодостаточный человек, который нам может захотеться. Но это если одна карта. А все остальные, если добавим, тут нет. Тут именно, видимо, тот период, когда сможете расслабиться, это не совсем в ближайшее время. Это факт. Так вот, к чему же это все идет, что будет дальше, давайте узнаем. Вот теперь и понятно. 2 девятки вообще, если мы говорим, обратите внимание. Вот, видимо, стабилизация какая-то, или вот по 10 пентаклей я говорила, это по максимуму, да? А следом 9. 9 по нумерологии это всегда между прошлым и будущим, как переход на новый уровень. Но нас может штормить, это реально так. И как из 9 старший аркан, так у вас еще, обратите внимание, 3 всего девятки, знаки высших сил, это точно. И 9 жезлов нам говорит о том, что мы сохраняем себя, свое добро. И перед тем, как на что-то откликаться, тщательно просчитываем. Мы не можем себя в какие-то рамки поместить ни в коем случае, потому что мы тогда теряем связь именно с внешним миром. Поэтому выходить из зоны ограничений как будто нужно, не замыкаться в себе, но быть готовым как и к конфликту, ну и так и к тому, что то, что мы увидим, нам может не понравиться, а то, что мы услышим, нас может повергнуть в шок. И тем не менее, путь нужно продолжать. Вот поэтому будьте готовы к таким переменам. Я это уже сказала где-то по Урану. Что же будет дальше? Ну, я уже не буду больше карту доставать. Тут нам все сказали. Вы маги и волшебники, мои дорогие водолеи. И примите это к сведению. Вот такая траектория до конца 2025 года. Маг– великий практик. И он тоже идет, как и отшельник, сам по себе. Его невозможно ни купить, ни расстроить. Он себе наметил что-то. Это, знаете, холодная голова. У вас будут возможности со всеми договориться, решить очень много вопросов. Но вам придется постоянно анализировать. То есть сначала
думать, анализировать, а потом действовать. Здесь какой-то правильный расчет. Но здесь правильное понимание, кто рядом с вами, кому вы доверяете свои мечты. Если это партнерские отношения, то они должны быть просчитаны. Здесь и люди, с одной стороны, могут тоже пытаться манипулировать. У вас как будто другого варианта нет, потому что тысяча неожиданностей и неопределенностей. И вам нужно вроде как выйти из этого периода ограничений. Может быть, кто-то и совершит переезд, правда? И тогда вы окажетесь в новом социуме, в новом, как новая общность, где менталитет другой, говорят на других языках. Магам ничего не остается, как стать. И вам здесь высшие силы помогают. Они вас могут сводить с нужными людьми. Да, может быть сложновато, но не ищем легких путей. Вот, наверное, как этот отшельник. И если надеетесь сами на себя, мои дорогие водолеи, для вас нет ничего невозможного. Удивительный расклад. Я понимаю, конечно, откликов я сейчас не получу, потому что это на какое-то неопределенное ближайшее будущее. У кого-то это может до конца 2025 года растянуться. Я могу предположить, тем более у вас выпадает аркан правосудия. Но и нельзя упустить это время. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.